Здравствуйте, мои дорогие рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака зодиака. И расклад, который мы сейчас делаем, расклад на неделю. По дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Соответственно, мы на каждый день недели выложим по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. Посмотрим, какие карты у вас выпадут на неделе с 18 по 24 мая, что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что так как этот расклад общий, какие-то дни недели могут несколько смещаться, сдвигаться, но надеюсь, что у большинства вас расклад отыграется максимально близко к тому, что вы сейчас увидите в видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, оставляйте лайки, комментарии, если вам видео, конечно же, нравится. Я всегда очень рада вашим комментариям и вашим сообщениям. Итак, давайте посмотрим. Сейчас, секундочку. Итак, давайте посмотрим. Рыбки. Понедельник. Вторник. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта, это карта восьмерка жезлов. И у рыбок она выпала, и в целом она выпадает вместе с колесом фортуны, что может показывать нам какие-то удачные события, удачный, в принципе, какой-то день для вас, знаете, когда в чем-то везет, когда какие-то хорошие возможности вам выпадают, и вы их используете, и все настолько динамично происходит, какой-то прогресс, может быть, в делах, в работе, какой-то прорыв, собственно. И по колесу фортуны вот удача, она на вашей стороне здесь. Вы можете принимать какие-то решения успешные, удачные, и это помогает, опять-таки, вам продвинуться в делах. То есть хорошее для вас достаточно сочетание карт в понедельник, в самом начале недели. Ну и будет присутствовать какой-то такой азарт, что ли, и уверенность в хорошем будущем. А дальше идет пятерка мечей. И вот пятерка мечей, она несколько омрачает, собственно, да, этот расклад, потому что она говорит о том, что вы можете столкнуться с какими-то неприятностями. Здесь мечи у вас, и король мечей, и королева мечей есть, показывающие, что да, это может касаться, может быть, человека воздушного знака, это весы, близнецы или водолеи. Возможно, вы боитесь какой-то неудачи или поражения, связанного с таким человеком. Либо вы не хотите в каком-то вопросе проиграть или потерпеть неудачу. И по королеве мечей вы думаете, как лучше справиться с каким-то вопросом для вас. То есть вы стараетесь быть внимательными, проницательными, стараетесь очень детализировать все. И мечи — это мысли, то есть подумать, как выйти из какого-то затруднительного положения или из какого-то вопроса. То есть есть о чем подумать. Также могут возникать какие-то конфликтные ситуации, колкие ситуации. Но в целом, опять-таки, я думаю, что должен быть позитивным для вас этот день, потому что, все-таки вы постараетесь сделать все, чтобы не оказаться в проигрыше. То есть вы постараетесь всеми силами здесь найти какое-то решение, придумать решение, вот как она думает здесь, придумать решение в важном для вас вопросе. Давайте посмотрим. Следующая карта, карта короля мечей. Здесь у вас он есть. Это карта, опять-таки, воздушный знак зодиака и карта двойка чаш. Да, речь может идти про человека воздушного знака. Это весы, близнецы, водолеи. И тут же двойка кубков. То есть это союз, две сплетенные руки. То есть речь может идти про партнерские отношения на работе или в партнерские отношения в жизни. Да, кто-то из любимых вами людей, может быть, даже и дети, потому что это тоже как родственные души. Это близкие вам люди. И вот по двойке чаш здесь вместе с королем мечей могут быть какие-то ответственные решения, связанные с вашей второй половинкой. Или, может быть, даже желание контролировать
какие-то отношения в паре или на работе, да, контролировать, как работает там ваш компаньон, коллега, правильно ли что-то делает или все задачи выполняет, на все ли 100% свою работу, да, либо в отношении детей какой-то контроль. Но здесь может быть чрезмерное проявление агрессии или властности, то есть нужно постараться этого избегать в отношении особенно близких людей, которые являются вашей второй половинкой, родной душой, да, по этой карте. Но, кстати, может говорить и про перемирие, примирение, если вы вдруг были в ссоре с кем-то. Дальше идет десятка жезлов, загруженность делами, загруженность работой, загруженность какими-то мыслительными, не знаю, вопросами, то есть ментально, то есть ощущение гнета, давления. И тут же карта отшельника, то есть чувство где-то одиночество, где-то желание уединиться, чтобы выполнить какую-то работу, которая очень много на вас навалилась. Либо вы чувствуете недопонимание со стороны других людей, скрытность со стороны другого человека, допустим, и думаете, как по иерофанту, как по отшельнику прийти к мудрому решению, да, к какому-то вот мудрому решению или выходу, соответственно. То есть попытка найти свет в конце туннеля, попытка разобраться в каком-то вопросе. Кстати, карта Дев может касаться Дев. Здесь карта отшельник. Дальше идет у рыбок шестерка пентаклей. Это карта взаимопомощи, помощи, возможности что-то отдать другому человеку, поделиться чем-то или дать какой-то хороший дельный совет. И здесь он с девяткой жезлов выпадает у вас. И здесь как попытка найти выход из ситуации, найти решение там, где уже, казалось бы, вот что-то просто не имело выхода. И по девятке жезлов вы все равно с упрямством сохраняете спокойствие, готовы защищать, может быть, себя или свою семью, то есть это готовность защищать, оберегать и помогать советом или материально, то есть как-то помочь найти выход из ситуации, справиться с какой-то затруднительной ситуацией. Здесь, может быть, вам кто-то помогает и дает какую-то подсказку. Дальше идет принцесса кубков или паж кубков, такая водная стихия, ваша стихия рыбки здесь выпадает на субботу вместе с семеркой мечей, может показать ситуацию обмана, нечестности, где кто-то вам врет, и вам постараться нужно заметить эту информацию вовремя, потому что по принцессе кубков это может что-то преподноситься вам, но быть не совсем искренним, не совсем правильным. Кто-то может хитрить, поэтому здесь нужно быть осторожнее, особенно в отношении с водными знаками зодиака, тоже может быть младше вас. Карта паж кубков. Возможно, вы себя где-то самообманом таким занимаетесь и какие-то новости или какие-то известия, какую-то информацию пытаетесь рассматривать в позитивном ключе, хоть она не является таковой. Дальше идет король кубков. Карта тоже таки водного знака зодиака, вашей стихии, здесь тузом жезлов. Больше прилива энергии и желания делать то, что вы любите, то, что вам нравится. Да и в целом здесь по тузу жезлов есть желание каких-то перемен и осуществления этих перемен, потому что вы горите какой-то идеей и хотите ее воплотить в жизнь. Все для этого готовы делать. Карта короля кубков — это ваша стихия, да, собственно, и она показывает здесь, в этом раскладе, вас непосредственно. Итак, дорогие мои рыбки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и берегите своих близких. До скорого.